меня остались помидорки, я делала в собственном соку. Думаю, что же сделать еще? Так как мужчины у меня любят остренькое, я добавлю сюда, значит, болгарского перца, только красного, потому что помидоры красные, чтобы соус был красный. Добавлю также острый перец, жгучий. Но это я уже потом в пропорциях все напишу, сколько чего в процессе. А сейчас мы пока подготавливаем банки. Я делаю это вот таким способом. Просто кипячу в воде, достаю ножом и как бы составляю. Сначала надо все подготовить. Помидорки я уже подготовила, уже обрезала жопки, помыла, поставила. Сейчас я сделаю баночки и будем перекручивать все через мясорубку. Помидоры, перцы все острые. Про острый перец. Что я хочу сказать. Кто любит очень острое, можно просто отрезать жопку и не вынимать семечки. Кто любит не очень острое, то, конечно, лучше семечки удалить. Так, что еще забыла? Ну, сахар, соль, это естественно. Это я все в процессе расскажу и покажу, как это будет делаться. А сейчас будем продолжать. Так, сейчас вот почистим перцы. Я это делаю вот так вот. Раз, выдавил, и вся сердцевинка вот она. Перчик почищен. Очень быстро и хорошо. Сейчас еще раз покажу. Помыли, большим пальцем выдавили сердцевинку, достали. Все. Готово. Так, ну вот я все подготовила. Значит, перчики у меня. Перцев острых получилось полкилограмма. Они вот видите, прям где-то семечки убрала, где-то я оставила семечки. Это придаст дополнительную остроту. Значит, помидорок получилось у меня 1,5 килограмма помидор и 1,5 килограмма перцев. Перцы тоже я, видите, все подготовила, все помыла. Ну что, будем крутить. И вот такая у меня кастрюлька замечательная. На ней, видно, нет. Вот видите, у меня здесь, ну, литры. То есть я все это перекручу, вылью в эту кастрюлю и посмотрю, сколько у меня будет литров. Для того, чтобы рассчитать соль и сахар. Ну, примемся за работу. Так, ну вот моя смесь готова. У меня получилось 3,5 литра. Из этого расчета я подготавливаю, значит, соль и сахар. Как это я делаю? На литр такой смеси получается 3 столовых ложки сахара и соли столовая ложка. Вот я подготовила уже. Значит, у меня получилось где-то 9,5 ложек сахара и 3 столовые ложки с горочкой соли. Все это отправляем в кастрюлю. Ну, дальше вы регулируете сами, если вы хотите, потому что помидорки же дают кислоту свою. Если вы хотите послаще, делайте послаще. Если вы хотите менее как бы сладко, делайте так, как вы делаете. Из приправ, что я туда кладу? Я уже здесь подготовила все. Значит, это у меня вот такую я положила аджику. Все по вкусу. Смесь перцев я растолола в ступе. То есть тут перчики разные. Белые, красные, черные. Очень ароматные, кстати, получается, когда в ступе мелешь. Он намного ароматнее как-то. Ну, мне больше нравится. Хотите, кладите чеснок гранулированный. Хотите, не кладите. И прованские травки. То есть я все здесь смешала. Все это отправляем в кастрюльку. Приправы все готовы. И плюс
я добавляю обязательно немножко молотой корицы. Просто для аромата, просто вот она дает такой тонкий очень аромат. Ее незаметно, но мне нравится. Попробуйте. Все, я включила плиту и нагреваем все это варево наше. Видите, оно получается густая такая смесь. Ну, кто-то скажет, что это кетчуп, кто-то, но я называю это соусом. Я не кладу никаких ни яблок, ни лука, ничего, ни чеснока. Ну, вот гранулированный только для аромата, если вы хотите. Получается все это, смотрите, какого очень ярко-красного сочного цвета. Цвет никуда не денется, все это будет точно так же в готовом виде. И я считаю, зимой на стол вот таких вот ярких красок очень даже приятно иметь на столе такие яркие краски, воспоминания о лете. Ну вот и все, ждем, когда закипит. Кипятить будем мы, ну я где-то кипячу, закипит и минут 30 на медленном огне, вот так вот бульк-бульк, где-то 30 минут лучше всего, да. И потом это все горячую смесь мы заливаем в банки и укладываем под шубу. Ну, куда-нибудь заворачивайте в одеяло там или как-то, ну, чтобы это медленно, остывание, чтобы было медленное. При медленном остывании консервация происходит лучше. И можно хранить просто в комнатной температуре. Но об этом позже. А сейчас мы продолжаем процесс. Ждем, когда все это закипит. Пахнет необыкновенно вкусно, конечно. Я люблю, когда много приправ. Я люблю травки. Люблю экспериментировать вообще, сочетать вот эти все вкусы. Ой, как мне это все нравится. Ну, в общем, ждем, когда закипит. Ну вот настал момент, когда нужно заливать это все в банки. Ой, как это все вкусно. Конечно, одной рукой мне не очень удобно, но я попробую. Значит, в горячую баночку заливаем горячий соус и закручиваем. Девочки, я вам хочу сказать, что вот эти все заготовки, вообще приготовление какого-либо блюда, это дело надо любить. Если вы не любите заниматься этим, то лучше не делать. Почему? Потому что любое блюдо впитывает вашу энергетику, ваше настроение и все остальное. И надо любить людей, для которых вы это все делаете. Иначе ничего не получится, потому что рецепт борща, как говорится, у всех одинаковый, но вкусы у всех разные. Не потому что кто-то там положил укроп или петрушку, а вот я не положила. Нет. Все зависит исключительно от настроения. И, конечно же, обязательно это все надо делать с любовью, с желанием. Сложного ведь ничего нету, в принципе. Все помыл, порезал, сейчас техники навалом. Вот моя любимая мясорубка. Вжик-вжик, и все готово. Сейчас трудностей с этим нету. Это в советские времена, да, это железная мясорубка. Помните, такие вот были тяжеленные чугунные. Крутишь. Конечно, на это очень много времени уходило. А сейчас все махом, быстро, раз и готово. Ну вот, видите, какой соус получается. Он не жидкий, в меру густой. То есть это можно запросто к любому мясному блюду просто на хлеб намазать. Великолепная штука, просто великолепная. Так, вот я заполнила баночку.
Закручиваю крышкой плотно, но одной рукой не получится, я это сделаю попозже. Вот я уже сделала 2 банки. Их обязательно, что хочу сказать, горячие поставили на крышку и подготовленным, что у вас там, одеяло, покрывало, ну что-то теплое, куда-то вы поставили и обязательно укутали. Укутали со всех сторон, укрыли прям толстым-толстым одеялом, все это завернули и оставляем до полного остывания. Но я где-то держу дня 2. И прекрасно. Потом вы достаете, переворачиваете и ставите в любой шкаф, в любое место, не обязательно в холодильнике. И вот такое чудо у нас получается. Посмотрите, какой цвет. Посмотрите, какая красота. Травки присутствуют, то есть все это. А когда это еще настоится все и в холодном виде, ой, девочки, оно еще вкуснее, правда. Очень вкусно. Я желаю всем приятного аппетита. Желаю, чтобы вы любили готовить, делали это с удовольствием, с любовью. Всего хорошего.